Виктор стоял на террасе своего загородного дома, окруженного густыми деревьями, с задумчивым взглядом, пронизывающим пространство. Небо слегка затянуло облаками, предвещая дождь, но он не обращал на это внимания. Вокруг царила атмосфера легкой суеты. Птицы щебетали, дети играли на улице, но в его сердце и душе царил хаос. Он снял с кармана телефон и, глубоко вздохнув, нажал на кнопку вызова, молясь о том, что его голос не выдаст его тревожные мысли. «Здравствуйте», — произнес он, стараясь сделать свой голос как можно более печальным. «Я хочу заявить о пропаже своей жены. Мы были на пикнике в лесу, и... После ссоры она ушла одна. Я не знаю, где она сейчас. Помогите, пожалуйста». Он говорил так, что его слова звучали искренне, вызывая сочувствие у дежурного офицера, который, казалось, действительно понимал его горе. Виктор делал все возможное, чтобы выглядеть расстроенным мужем, который переживал за свою потерянную жену. На самом деле же он своим поведением как бы намеренно уводил спасателей глубже в лес, туда, где шансы найти Алину были наименьшими. Его голос дрожал от напряжения, когда он описывал детали, и сейчас он понимал, что на этот раз ему нужно сыграть свою роль идеально, ведь его судьба должна была зависеть от того, как убедительно он сыграет жертву. По мере развития событий он сообщил о происходящем друзьям и близким, рассылая сообщения и звонки, излучая скорбь, которой на самом деле не испытывал. На деле же в его душе царила радость и предвкушение свободы. В уединенной деревне, окруженной бескрайними лесами, лесничий Степан, выполняя свою рутинную работу по наблюдению за состоянием леса, все чаще чувствовал себя неуютно. Обычно спокойный и сосредоточенный на своей работе, он начал замечать тревожные знаки в поведении людей вокруг. Неожиданно к нему подошел Виктор и попросил показать отдаленный участок леса, который можно было бы считать сюрпризом для его жены. Степан, будучи человеком простым и открытым, не заподозрил ничего недоброго и согласился, а позже опять погрузился в свои мысли. Прошло несколько дней, и слухи о пропавшей беременной женщине дошли до Степана. Его охватывали муки совести. Леденящая душу мысль о том, что он мог стать невольным соучастником ужасного преступления, преследовала его. Он вспоминал холодное поведение Виктора, уверенность, с которой тот все это говорил, и его настойчивость в том, чтобы увидеть отдаленный участок леса. Каждый раз, когда он закрывал глаза, на его губах возникало шевелящееся рутине уголок, осознание того, что он совершил ошибку, продолжало мучить его как тень, которую невозможно отогнать. Он понимал, что должен разгадать, что на самом деле произошло, и это подтачивало его уверенность в собственных силах. Следующим утром, после того, как Виктор обратился в полицию, поисковая операция активизировалась. Шумные машины спасателей и полицейских наполнили его маленькое мирное село и будоражили умы всех его жителей. Виктор, разыгрывая активное участие в поисках, представлялся самоотверженным мужем, который переживал за свою потерянную жену. На самом деле же он своим поведением как бы намеренно уводил спасателей глубже в лес, туда, где шансы найти Алину были наименьшими. Степан не мог отделаться от своих подозрений. С каждым разом, когда он наблюдал за Виктором, куда более ярко проявлялась в его ощущениях его душевная напряженность. Подобно угрожающе нависающим облакам, его мысли о том, что Виктор, возможно, замешан в этой пропаже, вызывали у него беспокойство. Он взял на себя ответственность за свои сомнения и крепко привязался к мысли, что что-то должно произойти. Алина, оказавшаяся в изоляции и полагающаяся на защиту и пропитание от волка по имени Грей, не могла знать, что ее ситуация становилась все более опасной. В тот вечер, когда сумерки окутали лес, Степан принял решение перерываться от своей обычной работы и направиться к тому участку леса, который Виктор просил показать. Он прошел через густую листву, мимо деревьев, и его сердце забилось быстрее, когда он заметил тишину.
которая окутывала это место, абсолютно несопоставимую с обычной жизнедеятельностью леса. Откуда-то вдали доносился треск веток и завывание, звуки, которые он не мог объяснить. Неожиданно, в свете заката, пробиваясь сквозь деревья, он увидел, как огромный серый волк охранял женщину в хижине. Женщина, изможденная и бледная, с ослабевшим лицом и следами стресса на глазах, держала на руках маленький сверток — живого младенца по имени Надя. Степан замер в недоумении. Уровень его понимания природы, о жизни и смерти потерпел крах. Его душа наполнилась противоречивыми чувствами, когда он стал свидетелем этого сюрреалистического события, бросившего вызов его представлениям о добре и зле. Степан не знал, как ему правильно поступить, но одно было очевидно — он не может оставить этих людей без помощи. Степан, вооруженный только решимостью помочь, понимал, что приближаться к женщине нужно осторожно. Волк, охраняя своих подопечных, выглядел очень грозно. Он старался сохранить спокойствие, когда нежный трепет страха пронизывал его душу. С этими стенами своих неуверенностей он подошел ближе. «Я здесь», — тихо произнесла Алина. Ее голос был полон надежды. «Пожалуйста, помогите нам». Степан почувствовал, как внутри его заколебалось то, что он всегда считал неприемлемым. Он осознал, что у этой женщины и волка существует уникальная связь, такая глубокая, что смешивала в себе мужество и слабость. Эта связь стала более яркой, когда Алина, глядя в глаза волка, продолжала говорить со страхом помимо своего и на месте Степана. Ее материнская любовь и страх за младенца определяли каждое ее движение, и это трогало его сердце. Он признал, что сейчас его действия должны быть осторожными. Приближаясь к этим двум, Степан чувствовал, что каждая секунда имеет значение. Спасательные команды, отважно направляясь к женщине и ребенку, оставались настороженными перед устрашающей фигурой волка, который рычал, но не нападал. Как только спасатели поняли, что волк не будет им угрожать, они начали прояснять ситуацию. Алина спокойно успокоила волка, продемонстрировав их уникальную связь, что стало возможностью для всех. «Все хорошо, Грей», — тихо произнесла Алина, обнимая ребенка. «Нам нужна помощь, а он — друг». Спасатели, услышав ее слова, вселили в себя надежду. Они начали осторожно подходить, протянув одеяло для ребенка, а потом и для самой Алины, как только они поняли, что ее состояние требует внимания. Мягкий свет от фонарей освещал ее бледное, но полное решимости лицо, когда спасатели заворачивали ее ребенка в одеяло. Алина и ее дочь были доставлены в больницу, как раз вовремя благодаря вмешательству доброго Степана, который не пожертвовал своим свободным вечером и выступил на защиту двух нуждающихся. Алину осмотрела врач Мария, пораженная их чудесным выживанием в тяжелых условиях. Она помогла Алине обогатить ее переживания, которые стали тяжелым бременем. Тем временем росло возмущение общественности жестокими поступками ее мужа Виктора. Биография выходила на первое место, а Степан собрал все улики, передавая уникальные детали тех событий. Каждый новый человек, столкнувшийся с этой историей, был поражен ее мощью. Виктор, не зная, что его действия были под наблюдением, пытался оправдаться. Но когда его привлекли к ответственности за его бесчеловечные действия, все стало налицо. В конце концов, ему был вынесен максимальный тюремный срок. Связь между Алининой матерью и волком олицетворила не только физическую защиту, но и глубокую связь любви и соучастия. После спасения Алина поселилась недалеко от леса, где каждый день вдохновлялась новыми историями о волке и рассказывая их своей дочери. Эти легенды обретали новую жизнь. Люди слухом передавали случай о волке, который смог спасти женщину и ее новорожденного ребенка.
Алина стала рассказчицей, и ночами у них собирались соседи, чтобы послушать истории о смелом волке Грее и о том, как он защитил ее, когда она была в опасности. Волк, ставший теперь одиноким стражем леса, продолжал олицетворять материнскую любовь и удивительное чудо, которое может произойти в самые трудные моменты. Шли годы, и девушка Надя, выросшая, стала опытной травницей. Она с любовью ухаживала за растениями, зная, что они служат для лечения многих недугов. Жизнь быстро забыла предательство Виктора, оставив лишь смутные воспоминания о его злодеяниях. Она часто возвращалась к удивительным историям о своем волке-хранителе и о том, как он был собой, защищая ее их обоих. Степан, став ее дедушкой по духу и защитником, охотно делился историями о человечности волка, показывая, как запомнить такое существование, как Грей. На каждом шаге его воспоминания пронизали жизнь Южного озера и деревни, где они оставили свои корни. Вместе они создавали легенды о волках, как о защитниках, которые следят за человечеством издалека, беря на себя все нагрузки матери, которые она сама могла пережить. Резкий контраст между комфортной, но обманчивой жизнью Алины в городе и ее первобытным существованием в лесу подчеркивал его уязвимость перед предательством. В то время как она открывала в себе истинную силу материнства, волк стал символом дикой природы, отражая ее свирепость и сострадание. Между тем, значимость защиты от людской жестокости олицетворяла волка как символ противодействия. Моральное мужество Степана, который выступил на защиту всех существ, демонстрировало, какую важную роль играет человечность в трудные времена, когда остается только выбор между добром и злом. Он даже пытался рассказать о волках, которые, как Грей, показывали, что не может быть благородной дикой природы, не отрекшись от варварства человеческой натуры. В конце концов, Виктор получил максимальный тюремный срок за свои чудовищные преступления. Его истинная натура, цинизм и манипуляция, была полностью раскрыта, и общественность была в шоке от масштаба его злодеяний. Алина, восстанавливаясь и обретая уверенность, нашла силы радоваться каждому дню, воспитывая ребенка как символ своего стойкого духа, забыв о злой тени из своего прошлого. Степан стал одним из тех, кто изменил отношение к дикой природе на уважение и защиту, провозглашая важность взаимосвязи между людьми и существами леса. Он не стыдился говорить о том, как можно жить в гармонии с природой, даже когда многие люди не понимали, как это возможно. История о уникальной связи между женщиной и волком стала современным фольклором, воплощая уроки о добре и зле, верности и глубоких связях. Она стала важной частью жизни Алины и ее дочери Надежды, символизируя дух свободы и тайны, которые навсегда останутся в лесу. Надя со временем развила реальные навыки, благодаря чему ее жизнь в деревне анонсировала ее фруктовую каждодневность со своими травами и сказками. С тех пор, как истории о волке переплетались с местной самобытностью, она привлекала интерес посетителей, которые искали эти невероятные встречи, находя новые источники вдохновения в истории о храбрости. Легенда о Грей, олицетворяющем материнскую любовь, продолжалась и теперь, восходит к новым поколениям, отображая ниточку судьбы, связывающую разные миры и показывающую, как жизнь может быть полна неожиданных чудес. Спустя много лет, в странах ума и духа, где традиции сохранили жизнь, маленькие истории продолжали звучать в каждом плеске ветра среди деревьев леса, напоминая о неугасимой связи между человечеством и природой.